Находимся около села Старая Криуша Воронежской области. И вчера за 2 часа мы вскрыли вот такой вот интересный объект. Это подземная культовая пещера. Сейчас мы зайдем внутрь и посмотрим ее поподробнее. Здесь 2 хода, расходящихся друг с другом на угол около 90 градусов. Сводчатые потолки в мелу, немного подштукатуренные местной глиной с мелом. Тут примечательная особенность, то что эта пещера была долгое время засыпана, поэтому мало посещалась, и за счет этого нету следов копоти и достаточно мало современных граффити. Ну, граффити 96-го года. Возможно, одно из последних, скорее всего, после этого года. И вот 97-й год, после него, скорее всего, завалила пещера. Еще есть граффити 2004-го, вот, оно да. единичное. Вот. Да. Возможно, после 2004-го пещера была непосещаема совсем. Ага, вот такие переходы сводов с нишками для икон. Ход уходит вниз, мы сейчас спускаемся в левый ход. Он заканчивается вот таким забоем, который тоже очень похож на забойные, ну то есть на способ проходки, который мы видели и в Турции, и в Каппадокии, и, собственно, здесь, в Воронежской области. Только здесь нету уже центрального целика. Видно, что вот здесь вот было подровнено, и центральная часть вытащили. Она спланирована, да, и уже превращена, по сути дела, в нишу для икон, которые являются такими традиционными нишами для культовых пещер Подонья. А с этой стороны еще собирались, видимо, или продолжать ход, или делать какую-то симметричную нишу. С этой стороны также сделана ниша. То есть мы имеем с 3 сторон галереи различные типы ниш. Вот это наиболее интересная галерея. Во-первых, здесь уже нет обвала, видно полную высоту и родной пол галереи. На поворотах также имеются ниши для икон и какие-то различные мелкие нишки, в которых, может быть, раньше подвешивались светильники. И примечательно это изображение крестов, которые были, по всей видимости, накопчены свечой. Так как в пещере нет копоти, то хорошо видны вот эти культовые элементы, которые здесь коптили. А вот там сзади, по-моему, еще была звезда. Но возможно, что она более поздняя все-таки. Здесь такая наиболее широкая часть галереи. Тупик. Непонятно, мог он быть кельей или сделали такое расширение. Вот здесь 2 таких уступа. 2 полочки. На самом деле, самое интересное, это вот эта вот конструкция, которая сверху вроде как киот для иконы. Здесь есть такая вертикальная штраба. Ну, мы на первый взгляд предположили, что это было устройство для переносной иконы. То есть икона крепилась на палке и вставлялась вот сюда. Вот здесь была палка, здесь икона, и когда нужно было проводить какие-то ритуалы, крестный ход или что-то в этом роде, ее брали и уносили. И также здесь на потолке очень много крестов, то есть вот это место явно либо освещалось, либо использовалось все-таки для какого-то обряда. Ну, то есть уже здесь что-то проводилось культовое. Да, крестами выделен именно этот поворот. Больше в других местах крестов нету. Здесь вот еще одна особенность. Пласт более рыхлой породы, которая
по всей видимости, размывался водой. Похоже, что здесь иногда текла вода. А может быть, вот это вот дорабатывали, потому что... Или ты думаешь, что оно просто само вываливалось? Потому что много очень засыпки. Но здесь более трещиноватая порода, хорошо видно вот этот пласт. То есть это именно дно, вот по трещине. Да. И плюс это зона, которая прилегает к выходу. Здесь, может быть, когда был открыт вход за счет выхолаживания, более рыхлые породы обрушались. Тут еще один тупичок с киотом, полочкой под него, полочкой под икону, с вот таким вот углублением. Сюда, скорее всего, вставлялась икона. Вот. Там еще находится заваленный выход. Вот здесь еще одна ниша для иконы, судя по всему. Еще одна галерея. Также имеется характерно проработанная ниша для икон и различные граффити. Вот что-то граффити в основном каких-то 90-х годов. Хотя он кто-то пытался выдавить 1890 какой-то, но это явно современный почерк. Или это дата. Угу. Вот еще одна ниша. И здесь. А вот здесь, кстати, что-то похожее на дымоходы. Две таких здоровых дырки. Угу. Тут нету. Вот там одна. еще одна должна быть. Вот так. Кстати, по-моему, та забита мелом. Вот если посветить ярким фонариком, видно там в конце белую точку. А выходила на поверхность. Галерея заканчивается завалом. Но этот завал читается на поверхности, поэтому копать его смысла нету. Мы выйдем в склон оврага. По сути дела, мы посмотрели всю пещеру. Очевидно, что она имела два разных входа, систему галерей, ниш, небольшое расширение, типа кельи или часовни, где стояла реликвия с иконой, икона точнее, особо почитаемая. Но, по всей видимости, пещерокопатели хотели, вполне возможно, что хотели расширять эту пещеру, но эти работы не были закончены. Пещеру копаем. Староперушанскую. В 1983 году Воронежская секция спелеологии впервые ее обследовала, сняла ее план. Такого слова не было тогда. Да, точнее спелеология тогда называлась, да. Сделали план этой пещеры, впервые ее исследовали. Потом эта полость была засыпана, фактически толком не исследовалась. Есть такое у всех большое желание осуществить совместный проект по ее изучению. Ну вот, докопали, ход виден, Катя смотрит в него, надежда ее не покидает, но лезть как-то туда стремновато. Катя, что там видно? Видно вход, видно арочный свод. А чего не видно лезешь? Обвал. Обвал нам придется еще пройти. Что за палка там? Палку мы засунули туда, чтобы знать, в каком направлении двигаться. Вот ход. Идет он вниз. Видим хороший поток воздуха. Палка указывает направление хода, но тут сплошной завал. И страшные камни висят. Справа не трогаю. Ну ты же знала, когда ты обрушишь, все так скажут: о,
Мы вскрыли пещеру у села Старая Криуша на глубине более 4 метров от начала раскопа. Сейчас мы посмотрим более внимательно. Я снимаю уже. Уже снимаешь? Просто камеру. Кто? Давай я. Ну вот мы под землей. Мы спустились с длинной-длинной осыпи. Состояние пещеры очень плохое. Стены сыпятся, потолок сыпется. Мы сначала пойдем в левую часть. Видим вот такие полочки. Это могли быть полочки для мощей, но могли быть, по предположению, здесь в 60-е годы жили 2 монашки, они здесь спали, так что они могли пользоваться ими как кроватью. Дальше идет ход. На самом деле вся система немножко закольцована. Здесь мы видим большие полки для икон, большие киоты. Очень аккуратно сделаны потолки, сводчатые. Недоробленный ход, забой. Да, здесь забойная камера. Тут тоже пытались сделать дальше ход. Мы видим, сделали управление потолка, но вот не дорубили. Вот такие вот вещи. Это кусочки факела можно встретить по всему храму, по всей пещере. Еще 2 киота, тоже большой и маленький, как на прошлом повороте. Мы проходим по кругу, еще 1 полочка, но это скорее всего уже для мощей, потому что спать на ней высоковато. Ну, если быть более точным, наверное, все-таки может не для мощей, для реликвий, скажем так. Для реликвий. Здесь могли лежать какие-то или христианские святыни, или плащаницы, опять же. Я нашел полочку с святыней, только думаю, как мне достать. Давай попробуем посмотреть на твою полочку. Нет, Разопрись ступенька. Археологическая находка? Да, мы нашли археологическую находку. Ярослав, рискуя здоровьем, достал тапку с верхней полочки. С металлическими какими-то набойками. Да, гвоздями. Такая вот тапка. Вот. Положим обратно. Вдруг кому нужна будет еще. Мы попали в самую интересную часть. Это церковь подземная. Сейчас она выглядит вот так. Это огромный навал камней. Можете фонарик держать. Здесь сложно. Все вывалилось из потолка. Мы попробуем сейчас пересечь, потому что за навалом есть еще пара интересных мест. Вот это вот основное пространство. Деталь. Вот такая вот печка. Может быть и не печка, но вот похоже полочка закопченная с нижней выемкой. Здесь еще один ход, он засыпан сверху. Мы с него также пробовали вскрыться, но не получилось. Вполне возможно, что это был еще один выход, он выходил во овраг, в борт оврага. Угу. Это куда вы с Димой пытались? Да. Обратите внимание, да, вот такие моменты. Вот нам Виталик сейчас расскажет, что это. Ну, то есть мы находимся сейчас как раз в алтарной части храма. И вот это, по всей видимости, как раз у нас протезис, жертвенник, находится здесь. Да, здесь горнее место. И
полочка для церковной утвари. Алтарь у нас сам престол, по всей видимости, находился здесь по центру. Но в настоящее время, в связи с, естественно, со всеми этими обрушениями, такой сохранностью он не сохранился. Ну, очень оригинально. И вот в такой именной форме он встречается фактически впервые. Здесь определенно идет сочетание и ниши, и одновременно идет сочетание как бы скального выступа. Сочетает в себе разные традиции сооружения жертвенника. Давай туда пройдем. В этот ход. Пойдем сюда. Есть еще одна интересная ниша. Вряд ли это была келья, но вот такая полочка. И с этой стороны полочка. Вниз идет ход. Он засыпан. Мы туда сейчас не полезем. Но он похож на более поздний ход. Непонятно для чего его начали рыть. Здесь есть легенда о том, что здесь есть колодец внутри пещеры, но колодца мы не нашли. Может быть, это имелось в виду. Может, где-то под завалами. Может быть, где-то и под завалами. Вот очень интересная такая полочка для очень большой иконы. Вот здесь есть граффити, но насколько оно старое, непонятно. Крест. Еще пойдем. Да. Возможно, вполне, вот посмотрите-ка сюда, если учитывать, что это была единая зона с храмом, может здесь был канун, то есть такая полочка, икона, и здесь ставились поминальные свечи за усопших. Может быть и такое предположение. Вот здесь еще одна полочка, тоже похожая на печку. Ну, условно печка. Ну, условно печка, это, конечно же, не печка. Ну, вот так располагали либо снизу икону, а сверху, возможно, или какие-то святые реликвии. Ярослав набрал нам очень интересных вещей. Ну, кстати, рядом с башмаком лежала такая стеклышко, не очень понял, она как будто разноцветная. Ну, оно, скорее всего, чем-то... Это, я так понимаю, запасная лампочка. Но это все более новые вещи. А вот это похоже на школьную чернильницу. Либо подсвечник. Вот точно чернильница, но это уже 20 век. Такие вот медицинские скляночки. Но это тоже все 20 век. Вот это вот, наверное, самое интересное. Плюс вот такая вот ручка от факела. Освещалось здесь все факелами. И еще есть вот такой вот металлический, не знаю, полоска металлическая. Вот, на самом деле очень интересный объект, интересная топология. Будет здорово получить точную карту и посмотреть, то есть это не просто там ходы и подвиг пещерокопательства, а вот именно такой культовый подземный объект с определенной целью. Плюс, учитывая то, что здесь жили монашки, это можно назвать монастырем. Мы имеем вот такой подземный монастырь.